Зрители, кто не из Бурятии, кто не знаком с вами. Владимир Андреевич Хомутаев – историк и знаменитый, я думаю, уже за пределами Бурятии. И одна из причин, по которой вы стали, сейчас, наверное, флагманом современной оппозиции бурятской, потому что у вас есть очень точные научные обоснования, там, как развивалась история, к чему она пришла и как она должна развиваться дальше. Это такая небольшая вводочка, но сейчас хочу, Владимир Андреевич, немножко уйти в прошлое. Начать с 2011 года. Вы находитесь в Бурятии, и Бурятия собирается торжественно праздновать 350-летие добровольного вхождения бурятского народа в состав Российской Федерации. И в этом году вы издаете книгу «Вхождение Бурятии в Россию», где вы пишете, что вхождение не было добровольным, что это было насильственное, что это было очень кровавое, и вы отказываетесь и призываете других не отмечать вот эту вот дату, вот эту годовщину 350-летия. Как в тот момент вас воспринимала общественность, и потом перейдем к настоящему времени, как сейчас воспринимает общественность подобные лозунги? Будучи научным работником, который специализировался в области национального вопроса нерусских народов в России, мы, естественно, писали, изучали. В 80-е, 90-е были сотни конференций научно-практических, и вопрос был снят этот. О каком добровольном вхождении может быть речь? Ни в одной Российской республике, я тоже хорошо знаю ситуацию, этот вопрос не поднимался в смысле добровольного вхождения того или иного народа. И вдруг с началом путинизма мы видим опять торжество, так сказать, имперского подхода в истории. Опять начинаются парады добровольного вхождения, выкручивают руки. Из бурятской истории делают девку. Это как так можно? Были проведены несколько встреч, на которых выкручивали руки нашим историкам, но тем не менее ни один историк, мы так сделали эту работу, что как это так-то противоречит? Если мы в 80-е, 90-е четко ясно сказали, что было кровавое завоевание, как это мы сейчас вдруг можем перевернуться, сделать сальто-мортале и сказать, что было добровольное, радостное, с хлебом, с ходоком принятие, вот этих колонизаторов? Естественно, они ничего не добились. Тем не менее, руководитель бюджетных историков написал, что вот оно добровольно. И за это они получили преференции. Страшная проблема наша в том, что всех националов России, в том, что очень многие любят до сих пор угождать, получать эти бусы. Вы помните, первобытные народы, вот им давали стеклянные бусы, они радовались, что получили какое-то что-то. А сейчас получают вот эти ордена, медали, почетные грамоты. Понимаете, вот это и есть наша раковая опухоль национальных элит в республиках, которые страшно любят все эти почести, все эти пустые, я говорю, стеклянные бусы. Владимир Андреевич, этим вопросом вы занимаетесь последние 30 лет, правильно? Национальной историей, национальным самосознанием. Есть ли какие-то продвижения? Можно ли говорить о том, что очередь за стеклянными бусами становится меньше? Либо что, наконец-таки, может быть, там новое поколение больше интересуется своей историей? Видите ли вы какие-то продвижения в этом направлении? Вообще вся российская публика идет всегда спиной вперед. Это понятно. Ее трагедия как раз в этом. Не вперед, не устремляется вперед в демократию, в цивилизованность, открытость, публичность, а именно спиной вперед, смотря на свои старые гордости и прочее, прочее. Но тем не менее национальные республики, благодаря вторжению Путина в Украину, получили хороший наглядный урок. Как это так? Вся Европа, вся планета сегодня ошарашена такими варварствами, средневековым экспансионизмом. Средние века, не было особого развития права и так далее. Вторгались, чтобы отнять, поиметь и так далее. Земли, территории, людей, колонии. Сейчас, в 21 веке, как это можно до этого опускаться? И вот его вторжение как раз дало шикарный урок, хороший урок для всех националов. Мне кажется, сегодня в национальном сознании всех нерусских народов произошел качественный скачок.
Поэтому движение вперед именно в идейном, теоретическом осмыслении своих прав, прав своих республик, права нации на самоопределение, невозможности дальнейшего сосуществования в этой государственности русской, которая всегда имперская. Она может быть демократической на словах энное время, как в годы Ельцина, а потом опять она становится царистской, имперской, самодержавной и экспансионистской, как при Путине. Есть урок, и этот урок мы должны осознать, и я думаю, уже его получили, получают и будут дальше получать и развивать все нерусские народы России. Когда вы говорили о том, что мы движемся спиной вперед, то есть постоянно оглядываясь в прошлое, мне это напомнило историю из Библии. Помните Содом и Гоморра после сожжения, когда одна из семья уходит, Лот, по-моему, да, был с семьей, и когда им говорят о том, что они там не поворачивайтесь назад, вот вы можете уйти, только не оглядывайтесь назад. И его супруга, она обернулась и превратилась в такое каменное соляное изваяние. Вот это вот постоянное желание оглядываться назад, там, гордиться своей какой-то величавостью, величественностью, великий народ, великая страна, великая держава. Почему это так сильно сейчас в России, на ваш взгляд? Вот почему это опять вдруг стало предметом разговора, причем такого очень широкого? То есть почему мы не говорим, что наше достояние это демократия, свобода слова, права человека? Мы ценим не это, мы ценим вот какое-то такое величие собственное. Это конкретная ставка сегодняшней власти. Возбуждение, значит, всего русско-имперского, национальной гордости, так сказать, этого народа, через возвеличение опять всех героев, покорителей Ермака, значит, и прочих Хабарова, который в пень изрубил за один день 661 инородца, тем гордился и получил 3 деревни в Илимском уезде за то, что он вот так хорошо рубил. И вот возвеличение всех этих героев прошлого вместо строительства нормальных, культурных, демократических государств нету возможности доказывать достижения в экономике, в культуре, в чем угодно сегодняшней власти, да, и, соответственно, нужно делать войну победоносную, как планировалось. Мы сегодня, я так полагаю, стоим где-то 1900, в январе даже конкретно, скажем, 1917 года. Когда Николай II проиграл все, он хотел молниеносно победить Японию, задавить, как он называл японцев, макак, обезьян, и проиграл. И в результате распалась эта империя. Также за 3 дня хотел захватить Киев, уничтожить Украину Путин. Тоже так же, значит, можно параллель такую провести, четко просматривается. В своей книге вы называете бурят монголами. И это часть самосознания, которое вы пытаетесь взрастить в современном поколении? Да, совершенно верно, Анжела. Мы всегда исторически в наших летописях древних, у нас 8-9-вековая письменная история, политическая, национальная, государственная, во всяком случае с Чингисхана. Естественно, мы бурят-монголы, и российская власть запрещала всех ее с самого начала, с 17 века. Она запрещала, била, убивала за то, что люди, значит, называют себя монголами, бурят-монголами. То есть выжигали каленым железом. Это наше имя. Вроде бы в демократическое оттепель время Хрущева, Хрущев республику переименовал. Это что такое? Где у кого имя отбирает? У какого народа имя отбирает? Любой народ имеет право называться так, как он хочет. Саха-Якутия ни у кого не спросясь никакого разрешения сама написала Саха, которого никогда не было слова. Мы, бурят-монголы, народ с гордой политической, я повторяюсь, политической, письменной, государственной историей. Государство воинов и ученых, как писал Арутюнов, Сергей Александрович, великолепно писали. Очень большие, солидные, выдающиеся этнографы советского и российского эпох. И выключение из этого словосочетания бурят-монголия, корневого, ключевого, все определяющего значения монгольское, это было
Имперский подход это. Также были уничтожены именно по этим подозрениям, чтобы нас сделать, значит, сибирским молодописьменным народом, спасенным от исчезновения великой русской культуры казаков, попов и прочих. Все это проводилось не десятилетиями, а сотни лет. Вытравливалось монгольское сознание. Уничтожались породы скота бурятские даже. Верблюд как символ Азии был уничтожен. Не может быть в Сибири верблюдов, вы понимаете? А у нас не Сибирь. Мы всегда были обращены на юг. У нас всегда была единая форма государственности с монголами. Десятилетиями, веками подрубали корни нашей индо-буддо-тибетской цивилизации и культуры. У нас все оттуда идет, не из России, не из Московии. Оттуда все наше самосознание. Все наши лучшие отцы нации наши, так сказать, уже в 1917 марте-апреле воссоздали свое независимое бурят-монгол улус, независимую государственность. А сегодня наша так называемая элита бегает, носится с новой идеей столетие, считая это столетие бурятской государственности от 1923 года, напрочь откидывая наше вот это самое, понимаете, вот это... Историческое прошлое. Да, вот Факты. почему. А потому что, круглая дата, во-первых, еще есть возможность еще раз получить серебряные бусы, стеклянные бусы, понимаете, да? И на этом покупается ФСБ, значит, ерничая, ухмыляясь, издеваясь над ними, значит, подпинывает, и они бегают на задних лапках, лишь бы, значит, также стать в очередь. Наш Чингисхан почему стал Чингисханом? Потому что он убрал всю этническую элиту родоплеменную, которая была заражена вот этими вещами, о которых я вскользь коснулся, и набрал новые по качеству их ума, знаний, честности и так далее. И он сумел сделать государство планетарного значения. Нет человека на свете, кто не знает Великую Монгольскую империю. Ну, я могу это понять, потому что если там буряты идентифицируются просто как буряты, то это там немногочисленный этнос. И если буряты идентифицируют себя как бурят-монголы, то это наследники очень богатой истории, очень сильной государственности, очень сильной нации. И здесь тогда у меня вопрос. Я слушала ваше интервью, ваше предыдущее интервью, готовясь к этой программе, и мне очень понравилось, когда вы рассуждали на тему нация либо государство, что должно, скажем так, превалировать для человека, и вообще в чем разница и какое значение имеет между нацией и государственностью, государством? Этнос в своем развитии приходит к осмыслению своих прав. При Путине мы пришли к чему? Наш язык как предмет обучения уже исключен из школ. Это что такое? Сейчас это добровольные. Национальные языки — это факультативный предмет, который дети могут выбрать, могут не выбрать. Ну, а мы все понимаем, что дети, естественно, дай им возможность не изучать что-то, они не будут изучать. Да, это и есть трагедия. И отсюда вывод не только о национальных языках. А почему мы должны просить? Если вы не даете нам возможность читать, говорить, писать, защищаться в судах на своем языке, ну тогда зачем вы нужны? Мы создадим свое государство. И этот скачок в политическом сознании и есть то, что отличало американцев первых 13 колоний и всех других. Ян Гус, первый националист Чехии, он возмутился в свое время. Ректор, профессор, в своих проповедях он говорил: посмотрите, проповеди в других церквах, вообще везде, где проходят в церквах? На германском языке. А на нашем языке где? Только во дворах, в крестьянских избах мы можем только. Это что такое? И в конце концов был создан Кутнагорский декрет. Да, он был уничтожен и прочее, наказан. Но именно уже тогда, в XIV веке, они пришли к тому, что сегодня у них Вацлав Гавел и прочее. И сегодня Чешская республика нерушимо отстаивает все ценности демократии. В 1968
Пражскую весну пытались задавить танками советские колонизаторы. Они боролись. И вот отстаивает. Народ должен прийти к осознанию, что только сами мы можем обеспечить, сохранить свое национальное «я». И это очень большой скачок. От этноса перейти к политической нации. Мы должны понять свои права через политику. Не через какие-то там культурно-языковые и прочие проблемы. Только мы сами можем обеспечить, создать государство достойное, сильное, культурное или же слабенькое, какое угодно. Если они сегодня осознают те проблемы, какие я, пытаюсь обозначить, перехода от национально-культурного осмысления своих прав к политическому, необходимости самоопределения, полного и бесповоротного, как самоопределились Финляндия и Польша, а остальные в силу, недостаточного освоения этого понимания, этого самосознания, но не смогли, получили разные формы национальных государственностей. Я их вовсе не критикую. Каждому овощу свой срок. Я думаю, очень сильно зависит от того, чем закончится война. Да? В феврале, 24 февраля уже будет год, как идет российско-украинская война. Давайте пофантазируем. Россия выигрывает эту войну, и тогда, мы предполагаем, что она там от всего мира отделится, закроется там новым железным занавесом. И если Россия проигрывает эту войну, что происходит тогда? Я не думаю, что Россия сегодня может выиграть. Она никак не выиграет. Но я с вами согласна, видя, как Запад поставляет оружие. Поэтому этот вопрос нет. А вот уйдет, проиграет, я прогнозирую, конечно, я уже примерно сказал, что любое ослабление, так сказать, этой имперщины в Кремле всегда приводит к политической оттепели, проблемам деколонизации, якобы становятся на повестку дня вопросы равноправия. Федеративный договор номер 2 сейчас будет пытаться возникать. Ряд республик уйдут, обратятся в ООН, и ООН примет с радостью у входа. Татарстан, Башкирия, Кавказ. Вы эти имеете в виду регионы? Да, я имею в виду Татарстан, Башкортостан, все Северо-Кавказская федерация. Она, наверное, пойдет в единой федерации и получит все возможности строить равноправные отношения, торговать с кем хотят, как хотят, какую литературу, как они хотят преподавать и все прочее. И это будет восхитительное время самоопределения и получения дивидендов, я говорю еще раз, головокружительных дивидендов от этого. Всегда пугали. Горбачев, помните, как он кричал на руководителей 3 Балтийских республик, что вы без нас через 3 дня помрете, умрете и так далее. Те говорили, отпустите, зачем вам такие гири? И, пожалуйста, через год эстонская крона показала себя шикарной валютой во всей Восточной Европе. Также будет с этими республиками, с нашими. Якутия сможет вполне. Наша Бурятия, Бурят-Монголия, если она сумеет отбросить эти очереди за стеклянными бусами, она вполне может выстроить все структуры, институции независимой государственности и вписаться. Благо, у нас есть шикарный пример рядышком. Это наша родная Монголия, которая всегда нам поможет. Монголия, кстати, демонстрирует всей планете демократический путь. Она образец сегодня освоения демократии. Любой президент через энное время не садится в тюрьму, как в Южной Корее, но тем не менее подвергается очень сильной критике. Это очень хороший показатель демократии. С 2017 года вы живете в Америке, вы преподаете в университетах, правильно? Вы рассказываете о положении национальных меньшинств в России. Да, я преподавал, я ездил по разным университетам. В Индианском я проработал 2 года. Теперь я отошел от этого, мне сейчас не до этого. Благодаря университету я написал книгу. Это уже 4-е издание моей. «Кровавая русская конкиста». Да, вы уже знаете «Кровавая русская конкиста», потому что я считаю, что это важнее всех преподавательских работ.
преподавание студентам аксиоматичных вещей для меня это, ну, это скучно, понимаете? Я понимаю, что на самом деле преподавание моих дисциплин, колонизации, империализации, почему такие становятся и так далее, это хорошо. Но когда ты обращаешься к нескольким десяткам максимум, да, людей, это выхлоп пушкой по воробьям стрелять. Понимаете, поэтому я решил, что надо, и так как у меня были прекраснейшие условия в Индианском универе, я написал книгу намного сильнее. Если я в предыдущих трех я писал, каждый историк всегда развивается. Через энное время после того, что написал, он сам себя ругает, говорит, ну, елки-палки, надо было сильнее, чего я боялся и так далее, формулировки, что на меня накинутся мои коллеги. Это не доказано, нельзя так писать, нельзя эмоционально подходить в научных публикациях. Я написал как раз эмоционально, потому что я руководствовался подходом Ричарда Пайпса, моего любимого, и многих других, которые писали, если ты пишешь о крови, об убийствах, и это тебя не волнует, закрой и больше не подходи. Историк – это человек, который формирует самосознание, а не надо думать, что он сухой работник и должен, значит, про эти убийства писать так, чтобы не вызывать ни у кого сомнений. Вот примерно такой подход, понимаете, да? Если в моем народе шла война против русских колонизаторов 138, я исследовал архивы, 8 лет, 138, было убито до половины ихиритов, булагатов и так далее на моей предбайкальской Бурятии. И это, если меня не волнует, да, но я тогда, тогда кто? Кто-то хочет сказать, ну, тогда, значит, ты чистый историк, сухо описал все это. А есть другой подход. Нельзя так. Нельзя так писать. И я как раз, значит, из другого подхода методологически подошел, я думаю, правильно, и выдаю на суд зрителя, через Амазон публикует скоро. И вот такие подходы, вот такие взгляды, что эта имперщина нереформируема, что история завоевания – это полностью через кровь. Маленькие народики, да, племена, не племена, а рода, не дошедшие до уровня создания племенных образований, да, они приняли, куда деваться, конечно, они приняли. Но 90%, так сказать, с лишним народов, в Сибири, во всяком случае, это была война страшная. Кавказ северный, Среднюю Азию, север и Сибирь, и, собственно, Бурят-Монголию я описал. Кроме этого, я показываю выходы, так сказать, из этого. Почему так получалось? Как потом управлялось в 19-20 веке все эти наши советские режимы? Кто что потерял, какие, значит, проблемы сегодня из этого вытекают? И как мы должны дальше выживать? Каковы у нас пути? Я их разрисовал, несколько путей. Сегодня нет ничего важнее проблемы осмысления нашей реальной российской истории. Изгнанные в этих нормальных условиях американские, я написал и хочу поделиться, говорю, этим взглядом с общественностью. Кровавая русская конкиста. Это отсылка к конкистадорам, правильно? Испанским, португальским завоевателям. Да, кровавая русская конкиста. В этих трех словах уже все заключена вся суть книги. Да, вы правы. Потому что в российской историографии приняты десятки определений. Добровольное вхождение, присоединение, инкорпорация. Я же освоение, значит, движение с речи солнцу на восток, понимаете, да? Я же нашел среди, ну, во всяком случае, вот это завоевание. Царское время писали вот это. Никто там не сомневался. Само собой, оружием мы завоевали таких-то, так-то и так далее. Потом пошли инсинуации. Я же нашел определение завоевания, оно тоже как-то это самое. Конкиста, это уже чуть точнее. Мы сразу, Анжела, вы правильно заметили, это отсылка к тем страшным людям, которые, значит, и так далее здесь
Центральной и Южной Америке творили чудеса. Конкисты — это 100% конкист. Она это самое. Конечно, кто-то может сказать, но в отношении такого-то народа это не конкисты, это просто убили там десяток их князей, и они вошли. Ну, пожалуйста, пусть. Но в целом, если мы посмотрим, это четкое, самое четкое определение, которое четко раскрывает, какой процесс был, каков был характер вхождения и так далее, присоединения этих народов. Хорошо, к более последним событиям. Бурятия вошла в один из регионов, которые перевыполнили план по мобилизации. И мне кажется, это очень позорный показатель, чем может гордиться регион. Мы перевыполнили план мобилизации. То есть мы отправили на войну даже больше людей, чем от нас изначально просили. То есть мы настолько не ценим своих людей, настолько не бережем их жизни, что мы их отправили даже больше. Это тоже один из примеров, не только Бурятия, Калмыкия и многие другие национальные регионы. Это вот тот самый пример стеклянный бус, что хотят выделиться, хотят отличиться, хотят получить похвалу. Совершенно верно. Ставится задача конкретному чиновнику прямо не публично, естественно, а с глазу на глаз. И тот прекрасно понимает оскал зубов скалозуба и все делает как нужно. Я видел такие факты. Прекрасно понимаю, откуда и ветер, и как. Вот заставляет, вот прямо сказали, ты давай собери у своих бурят то-то, то-то. Топнул ногой один бандюган. И бурятский коммерсант бегает на задних лапках. Это отвратительная ситуация. Я вынужден это публично сегодня сказать на Россию. Это отвратительное наше качество, когда мы перестанем быть такими. И вот, пожалуйста, дали задание, и этот дурачок бегает. Вы имеете в виду главу Я не хочу персонализировать, значит, это ответственность его или как угодно. Но вот они находятся в каждом районе, угождают. И это и есть наша раковая опухоль. Он думает, если он посажен, значит, это самое он должен выполнять. Москва меня посадила, а не бурятский народ. Ну зачем тогда мне этот народ? А имперщина борется изо всех сил. Эта имперская гидра сегодня борется всеми последними путями, чтобы заморать все национальности в этой войне. Чтобы сами, значит, через энное время, значит, когда якобы установится дружба двух славянских народов, украинцев и русских, чтобы все свалить на этих диких хищников и так далее. Понимаете? Вот почему Золкин вчера, я услышал в вашей передаче, как красиво сказал, на одного убитого москвича приходится 88 дагестанцев, 280 бурятов, 360 тувинцев. Это что такое? Это что за подход? А это и есть имперский подход. Их главная задача всегда была уничтожить националов внутри России, чтобы все стали русскими. Поэтому, естественно, из этих небольших народов азиатских набирается. И все это выполняют руководители. И противно то, что выполняют представители собственных этих народов, отправляют своих детей, внуков, детей в мясорубку. И еще хвастается, получает, я уверен, на 100% получает определенные преференции, стеклянные бусы. Как Шойгу отправляет тувинцев? Но я спросил у своей жены вчера, она мне сказала, а какое ему дело до этого народа? Он давным-давно сам определился. Его дети и так далее. Я понял. Я думаю, также и бурятский лидер. Бурят, Монголия и Китай. Как вы видите взаимоотношения? Насколько я понимаю, это очень острый вопрос для Бурятии. Тысячелетиями братская орда, наша государственность, до этого еще Баргажин Тухум, это наша государственность, вокруг Байкала это все, имели торговые, экономические, культурные связи со всем Китаем, Индией, Тибетом, среднеазиатскими государствами, Бухара, Самарканд, Ургенч и так далее. Торговля шла. В Китай шли, как там у этих исследователей, выдающихся исследователей истории, это немцы все они.
XVIII века, да, столько вы нашли документы, казачьи документы, архивные, шикарные документы о том, что столько-то путей по Селенге шли, значит, вот такие суда, а там, значит, переходили на сухопутный путь, который шел 8 или 10 дней, до туда и так далее. Торговля шла, взаимный интерес всегда был. Поэтому считать, что сегодня актуализировать кощунственность, так сказать, агрессивность этого государства, которое хочет просто поглотить, это неправильный подход. Поэтому актуализация темы «а не опасно ли?» и так далее, и так далее. Как вы будете? Вполне нормально, гармонично. Я бы так сказал. Хорошо, Владимир Андреевич. И ближе к завершению я буду задавать короткие вопросы, попрошу давать такие короткие ответы, чтобы мы быстренько успели обсудить будущее. Сейчас мы фокусируемся на будущее. Вы за независимость Бурятии, поэтому мы фокусируемся на будущей независимой Бурятии. Итак, мой вопрос. Какая валюта у будущей независимой Бурятии? Не знаю. Но это рубль или вы думаете, что это должен быть что-то другое? Но у нас же есть монгольский тугр. Ну, наверное, тугр. Бурятия вступает в какие-то федерации, конфедерации, ну, либо с Россией, либо с Монголией, либо прям совершенно независимо? Я думаю, что это независимая государственность на первом этапе должна сохранить независимую государственность, но в Союзе Федерации, в новой форме взаимосотрудничества с, естественно, родной нашей Монголией. Угу. А другие этносы, проживающие на территории Бурятии, каким образом выстраиваются взаимоотношения? Представители различных других национальностей, проживающие у нас, естественно, не должны быть ущемлены. Это дикость, это первобытный строй приходить сегодня к экспансионизму и пытаться навязать там свое, что-то. Глупость. Экономику надо развивать. Распределение бюджета экономического не может быть по разрезу глаз или же по коренному, так сказать, происхождению. Те, которые родились и выросли на нашей территории, они также любят и гордятся с нашим Байкалом. Как можно ставить вопрос о том, что чемодан, вокзал, Россия? Да, конечно, есть там люди, которые имперским сознанием заражены, которые говорят: вот вы сидели в юртах, а мы пришли, лампочку вам вкрутили, иначе вы до сих пор. Есть такие, что сделаешь? Имперское воспитание, я уже сказал, оно было и на этом пока держится. Но тем не менее, в убеждении, в умении убеждать, от умения убеждать все зависит гармоничное, нормальное вписывание, так сказать, в новые международные правила. В мировом океане сегодня плавают прекрасные эти государства, маленькие Литва, Эстония, и ничего страшного, никто оттуда не бежит. Да, конечно, определенные напряги, когда заставляют изучать, но ведь это же опыт, это уже опыт пройденный. Зачем навязывать, зачем ускорять? Надо, значит, дать возможность. 10 лет, пожалуйста, все на русском языке. Через 10 лет мы будем переходить и так далее. Понимаете? Все эти вопросы решаемы. Опыт международный огромный в 22 федерациях мира. Чита, Иркутск, те регионы соседние, с которыми у вас там спорные вопросы по землям. Ведутся ли сейчас какие-то переговоры, каким образом это будет решаться? С Читой и с Иркутской областью у нас никогда никаких территориальных проблем не было. Это неправильное понимание. Основная часть Иркутской области, а это вся центральная и южная часть, и основная часть Читинской области, это значит центральная и вся южная часть, это этническая Бурят-Монголия. Это этническая Бурят-Монголия. Там, в Забайкалье, там родина Чингисхана. Понимаете, да? И ни о какой Иркутской области, Читинской области вопросов нету. Это наши земли. Никаких спорных вопросов нету. С этих международных позиций мы должны вести, естественно, в дружбе, в братстве. 333 реки Бурятии формирует Байкал. Вытекает одна бурятская река, Ангара. На ней поставлены 3 каскада ГЭС. Это что такое? Почему они только распоряжаются? Почему они цену устанавливают? И так далее. Все эти вопросы есть, были и будут, и мы, естественно, должны решать. Человек должен всегда решать сегодняшние задачи сегодня. И на каких именно площадках ведутся переговоры вот с Читой, с Иркутском? Потому что я так подозреваю, у них другой взгляд на ситуацию.
Нету переговоров. Постоянно переговоры наше правительство в лице Агалова в свое время, да, постоянно ездило в Иркутск, когда они просили поднять уровень Байкала, а это мгновенно затапливало наши прибрежные районы, в частности, в Кабанском районе, бурятские села, значит, картошка в подвале, все это гнило и так далее, и так далее. Они ездили, и неравноправный разговор, переговоры, как вы говорите, да, не приводили ни к чему. Все так же продолжается и до ныне. Но, само собой, это все остается задачей для новых структур. Сегодняшняя существующая система управления в этих 3 регионах совершенно не заинтересована в пересмотре каких-либо парадигм. Имперских парадигм, я еще раз говорю. Они считают, что это их, и, соответственно, и так далее. С чего ради? Надо же ставить на равноправно. А откуда у вас Байкал? Кто вы такие на Байкале-то? Байкал – это внутреннее Бурятское море. Тысячелетия мы его берегли в небесной чистоте. И когда в 17 веке залезли туда купаться, это было святотатство. В сибирском фольклоре четко написано, сибирский, это бородатое чудище, это было святотатством, это был грех, который просто невозможно вообразить. Убийство человека можно всегда понять. А вот это было, это самое. Поэтому, естественно, мы это должны осознавать и выстраивать. Сегодня структур, готовых это выстраивать, нету. И не предвидится пока. Почему? Потому что имперское сознание руководителей 3 регионов и центра метрополии не позволяет иначе смотреть. Субъект – это субъект, откуда затекает ангара – это не ваше дело и так далее, и так далее. Понимаете, да? На таких площадках не может быть нормальных переговоров. Переговоры должны быть на международных нормах, давным-давно все разработано. Естественно, мы заинтересованы в правильном использовании природных богатств общего Байкала, пока общего. Но при этом мы четко должны знать, что Усть-Ордынский бурят-монгольский автономный округ, искусственно уничтоженный Путиным, он должен быть восстановлен и передан обратно в нашу республику. За землю всегда наш Шанью и Маде, наш хан, первый хан Маде учил этому. Земля есть основание государства. Как можно его отдавать? Сказал он, и тем, которые советовали отдать пустую пустошь одну, он отрубил им головы старейшинам. Вот такой подход мой. Я не ошарашил сильно? Немножко, потому что сейчас мы как раз-таки говорим о том, что Россия, ссылаясь на историю, на какие-то там исторические факты, говорит о том, что там часть земель принадлежит вообще-то России, а не Украине. И уходить в историю можно найти, самые разные факты. Да. В какой момент мы остановимся, да, в борьбе за землю, в какой момент. Но это такая же ситуация и на территории Калмыкии, и на территории Северного Кавказа. Вот в какой момент мы остановимся, чтобы разграничить вот эту землю. Потому что одна из причин, по которой очень многие люди против суверенитетов региона выступают, они говорят, что как раз-таки земельный вопрос станет слишком острым и боятся какой-то такой братоубийственной соседствующих регионов войны. И здесь я не очень поняла вашу позицию. Вы за то, чтобы бороться за землю, либо уже остановиться, отказаться, вести переговоры, то есть дипломатическим путем решать? Свое должно быть возвращено. Нельзя позволять. Усть-Орда – это наша родина, центр нашей братской Орды. Как это мы можем отдать? Как можем видеть спокойно, как там все каждый день исчезает, вымирает, кончается, манкуртизируется население? Как это можно согласиться? Причем Иркутск или кто угодно. Причем какие-то домыслы о том, что это вызовет кровавое и так далее, и так далее. Мы говорим о праве моем, говорить на своем языке, право нации на свою землю, на свою территорию. Конечно, кто-то может с имперских позиций начинать педалировать, но это значит, они не отдадут, и значит, соответственно, кровь, война, Карабах и так далее. Все 80-е, 90-е годы у нас бегали люди по площади, выстроившись друг за другом, кричали это слово «Карабах». Карабах, пугали Карабах. И в результате вот это восклицание на самом деле вошло в сознание. Чего добивается? Чтобы страх объял людей.
И, соответственно, эту проблему оставить. Все. Под разными лозунгами. Вплоть до «не буди лихо» и так далее, и так далее. Понимаете? Принципиально вопрос должен быть рассмотрен. После этого уже надо чесать голову. А что делать? А сначала это должно быть проговорено. Национальный вопрос должен стать главным вопросом повестки дня. Мы должны его выложить на стол. И если мы от него отойдем на 5, все, конец. Ни черта ничего не будет. С имперцами нельзя так разговаривать. Надо стоять. А сегодня в этих условиях вполне это решаемо. Вполне это решаемо. Сегодня из Сибири в целом бегут. Сегодня там идет проблема опустынивания. Понимаете, кому нужна Сибирь? Никому. Сибирь нужна только как это, нефть и газ, чтобы вот эти олигархи дальше сосали и ухмылялись. Москве нужна только потому, что она распределяла деньги. Отбери у нее этот канал сбора налогов, все решится проблемно. Все проблемы решатся. Поэтому никаких особых угроз здесь не надо бояться и придумывать. Будет проблема? Пожалуйста. Сейчас вопросы немножко другие, другого свойства. В целом осмысление наших внутренних проблем. Наши внутренние проблемы – это самые главные проблемы. Если мы внутри себя не создадим программу, каким образом, как это должно решаться, почему это нужно или не нужно, ну тогда зачем выходить на какую-то публику? Национальный вопрос – это наш вопрос, мы его должны поднимать, мы за него должны бороться. А имперщина никогда этого не желала. Она всегда хотела, как Александр III привел, обрусить и баста. Губернаторы там, значит, иркутские писали ему докладные, вот здесь я делаю то-то, то-то, чтобы ассимилировать школы и прочее. И он там обрусить и баста. Такой подход был и есть. Мы всегда должны знать, что мы никогда для них не были нормальным народом, нормальным представителем человечества. Мы всегда были для них кормушкой. И в Сибирь ехали только для этого. Угу. Вы входите в Лигу свободных наций, да? Да. То есть вы, скажем так, коллега Даржо Дугарова. Даржо у нас был на интервью. Да, ну, да, конечно, да, я коллега. Вы принимаете участие в написании экономической программы? Даржо упоминал в своем интервью, что сейчас активно работают над тем, чтобы написать экономическую программу Бурятии к моменту суверенитета. Вы принимаете участие в этом? К сожалению, нет, я просто, физически времени нет. Конечно, ребята делают большое дело, надо это понимать. Когда в условиях, так сказать, коллапса это все будет востребовано, и если этого не будет, это будет, конечно, очень обидно. И тогда может воссоздаться старая структура управления, имперская система, когда Москва все собирает у себя и потом, значит, раздает кому как хочет. А это и есть имперская система управления. Налоги, их задача под разными лозунгами. Зубов, например, пожалуйста, я уже сказал, конфедеративная или федеративная государственность, единая российская, но также, чтобы они собирали налоги. Этого не должно быть. Парламентской России. Угу. Последний вопрос. Почему Россия настолько, Российская Федерация или Российский Центр, Федеральный Центр, почему настолько против суверенитетов регионов? Почему это прям как красная тряпка для быка? То есть вас называют националистом именно потому, что вы поднимаете этот вопрос. Даже сам вопрос поднятия этой темы уже вызывает огромное количество негатива, и именно поэтому мы же уехали, в конце концов, из России, правильно? И получили политическое убежище в Америке. Почему это такая красная тряпка для быка, тема суверенитета регионов? Потому что российское национальное самосознание, оно есть имперское самосознание. Принимая в целом демократические правила игры, необходимость, значит, быть культурным европейским государством, выдающиеся российские сегодня мыслители, они все равно видят Россию от Москвы до самых окраин. Вот это есть их имперская основа. И это не реформируемо, это не вытравляемо.
Вот вы хотите, чтобы Россия стала демократической, очень хорошо. А вот вы за то, чтобы вышла из этой империи Татарстан, Бурятия и так далее, и так далее. Вот это и есть подход. Это истинный, реальный, правильный, честный подход к национальному будущему России. А что мы хотим? Ленин Бакша в свое время первым, я лично понимаю, что в то время он сумел создать этнофедеративную государственность со всеми уровнями национальных республик. На самом деле, значит, обращение к правам нации, культуры и так далее, это было главной причиной, почему Красная Армия победила. Она уже погибала на все прочее. И вот кавказские народы, чеченные, ингуши и так далее, они, когда объяснили совершеннейшее непротиворечие ислама с коммунизмом, так сказать, в ленинской интерпретации с равноправиями народа, пожалуйста, говорите на своем, учите на своем, обучайте в школах детей своих на своем, внуков и так далее. И без всяких ваших уздений, понимаете, местных феодалов, которые, значит, ходят напыжившись и так далее, и гнобят собственный народ. Выборная система – это было очень шикарное изобретение ленинской эпохи. И тогда народы воспряли духом, достали из сундуков памяти все самое ценное для народа – это национальная честь, совесть, танцы, фольклор, мольклор, культур, мультур и так далее, понимаете? И на этом только продержалось единство страны до 80-х, 90-х годов. На старой памяти, несмотря на все эти дикости дикого Сталина, понимаете, который уничтожил сразу же, как пришел к власти, всех ленинцев, всю партию ленинцев, романтиков этих, честных людей, революционеров, и заменил партии позеров, болтунов, лизоблюдов. Что мы пожинаем до сих пор? Поэтому нету с ними будущего. Конечно, многие народы могут просто создать федеративные союзы и уйти под крыло других, скажем, Турана, Турции и так далее. Другие финно-угорские с сильнейшими, умнейшими, красивейшими государствами планеты. Финляндия, Эстония, пожалуйста. Северная, пожалуйста, Япония и так далее. Каких угодно моделей можно нарисовать здесь. Об этом в интернете куча восхитительных предложений, в том числе и сибирского федералиста Кулехова и прочих. Спасибо большое, Владимир Андреевич. Есть ли что-то такое, что вы хотели бы сказать, но я вас не спросила? Я хотел бы сказать, что сегодня на самом деле историческое время, и мы все должны озаботиться судьбой своих регионов, и каждый регион должен выстраивать собственную экономику, собственную политику, находить взаимодействие с соседями, может быть, с ними вместе создавать собственные федерации. В 89-90 годах никто не знал о том, что будет столько государств. Буквально прошло короткое время, все признают сегодня, никто сегодня не сомневается в праве Кыргызстана, Казахстана и так далее на самостоятельное независимое развитие дальше. Понимаете? Точно так же и через 2-3 года будет ситуация у нас. Поэтому вперед, смело смотрите и обсуждайте программы, концепции, каким образом наша республика, наш народ и так далее. А какие фундаментальные наши правовые основания для этого? Вот здесь, чтобы люди размышляли. И русские субъекты вполне тоже также могут выстраивать красивые проекты, когда несколько областей, краев могут объединиться и, имея свои шикарные, значит, нефть и газ и так далее, они могут быть очень самодостаточными регионами на построссийском пространстве.